Ну что, налево пойдешь? Что там, коня потеряешь, да? Так, водопады. Мы здесь. Окей. Мы здесь. Куда пойдем? По какому траку? Налево или направо? А направо что у нас? Так. Там, значит, налево у нас через 2 километра Лукаут, а направо водопад 3 километра. Ну что, пойдем туда. Кстати, кто не ходил по таким тропам, сразу вам скажу, берите с собой палку. У меня вот моя есть палка, потому как никогда не знаешь, когда выползет змея. Это Австралия, и это минимальная мера необходимости, чтобы сохранить свою жизнь. Потому как змея на вас не нападет, она тоже вас боится, но лучше от них держаться подальше. Вот. И иногда вот даже палкой так вот стучать по тропам, чтобы они пугались и куда-то в сторону уходили. Так, картина маслом, кладбище. Тропа ведьм и вот кладбище. Кстати, можно заглянуть и посмотреть, как выглядит в Австралии кладбище. Не самое лучшее путешествие на выходные, но для моих российских подписчиков, пожалуй, сделаю исключение. Не буду туда заходить, тревожить, так сказать, но со стороны вот я вам покажу сейчас. Это местное небольшое кладбище. Вот так выглядит в Австралии кладбище. Нет никаких оградок, все открыто, травка пострижена, тишина и покой. Вот. Ну, поехали дальше. Интересно, что кладбище находится по пути на тропу ведьм. Ну, что ж, предупрежден, значит вооружен. Так, собак, кошек не брать, огонь не разводить. Это что, знак? Детей держать за руку, да? Ну ладно. Понятно. Тропа уже перестает быть ровной. Слушайте, темно как сразу стало. Потому как кроны такие высокие, закрывают полностью обзор. Так, я здесь не одна. Ребята, это называется у нас дикий индюк. Представляете? Дикий индюк. Ну и туристы, конечно. Интересно, он им дорогу дал. По всей видимости, он к туристам уже здесь привык. Короче, я не одна. Я с индюком. Ну, дружище, куда ты решил идти? Нам по пути или как? Окей, он меня пропустил. Ребята, посмотрите. Обалденное дерево. Огромное. И вот туда уходит тропа. Глубоко и далеко. Ну что, пойдем. Как говорится, вечер перестает быть скучным. Становится все темнее и темнее.
Очень резкий спуск. Надо смотреть под ноги. Смотрите, какие валуны. Не знаю, высота, наверное, метров 100. Стараюсь и камеру держать, и под ноги смотреть. Мне, наверное, надо подумать, чтобы приделать камеру на голову. Ой, как красиво. Слышите? Но не видите. Вертолет. А еще звук воды. Кажется, приближаюсь к небольшому водопаду. Так и есть. Посмотрите, дерево упало. Корни. Огромное просто. Посмотрите на это чудо. Его просто так не обойти. Я бы очень хотела знать, сколько ему лет. Просто невероятно. Смотрите, как держится за землю. Это, знаете, картинка, как из этого, из «Аватара». Если сейчас появятся какие-нибудь странные животные, я не удивлюсь. Но очень испугаюсь. Тихо как. Посмотрите на это чудо. Дерево как будто показало свое нутро, вот как внутренности у человека. Вот там ствол старый, оплетен молодыми ветвями. И старый ствол держится. Держится и живет за счет вот этих молодых, которые держат его со всех сторон. Что-то меня на философский лад потянуло. Вот, наверное, в жизни так старики наши могут долго жить, если их поддерживают дети и внуки. Природа нас учит. Нужно только это видеть. Друзья, я спускалась с этой горы. Но конца и края нету. Думаю, что пора возвращаться назад. Верхушки пальм. О, так и кажется, сейчас аватар прилетит. Куда-нибудь вот туда на веточку.
Отличное место, кто любит помедитировать. Знаете, этот лес точно настроил меня на философский лад, который меня не отпускает. Заключается он в том, что дорога вверх, она всегда сложнее. Потому как мы преодолеваем ступень за ступенью в этой жизни. Требуется больше дыхания, больше здоровья, больше усилий, усердия. И это касается не только этой прогулки. Это касается всего в жизни. Но я знаю, что я дойду до стоянки своей машины. Но если представить, что там какая-то цель, ради которой мы поднимаемся, и то, что это трудно, то это нормально. Если легко, то значит что-то не то. Потому как дорога наверх всегда сложнее, чем вниз. Ну да. Америки из этого заключения я не открыла, но мозги немножко проветрила. Здорово. Все время ощущение, что я здесь не одна. И это не только голоса туристов, но и леса, который с нами говорит. А дальше ступеньки. И там кто-то сидит и за нами наблюдает. Не, я туда не пойду. Мальчишки, девчонки, а также их родителей. Вау! Сколько вас тут? Раз, два, три, четыре. Ой, я мама осьминожек. Я вас посчитать не могу. Много, 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 много. Так, мальчики и девочки. Детский садик. Так, сейчас будем считать. Друзья, а вы знали, что у нас под Бrisbane'ом находятся заводчики такой прекрасной породы, как кавудель? Их зовут Леонид и Денис. И если вас интересуют их контакты, я их оставлю внизу. Сори, заговорилась, они меня просто замучили. Вы посмотрите, какая прелесть. И если вы считаете, что кавудель это ваша порода, то добро пожаловать, вам расскажут и покажут.